Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 15 тайн мира, которые все еще не разгаданы. Из этого видео вы узнаете следующее. Почему растут волосы у японской куклы Окику? Тайна, которую не могут раскрыть уже 100 лет. Какие попытки предпринимали люди в поисках источника вечной молодости? Какие результаты это принесло? Как человек мог выжить 2 года в суровых условиях Антарктики и вернуться с рассказом о теплом и тропическом острове? 82 года без еды и воды. Удалось ли ученым разгадать секрет прохлады Джани, который не пил и не ел с 8 лет? Действительно ли Бенедетто Супино обладал пирокинезом, способностью вызывать огонь? Как выживает целое огромное дерево в такой части пустыни, где и колючкам нелегко бороться за свое существование? Что скрывает гигантская карстовая воронка, недавно обнаруженная исследователями в Южном Китае? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. Несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В этом видео мы хотим продолжить тему тайн мира и расскажем вам о тайнах мира, которые все еще не разгаданы. 1. Ученые оживили червя-нематоду, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири. Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, которое опубликовано на сайте PLOS Genetics. Предварительный анализ показывает, что эти нематоды принадлежат к видам Pannegrolaimus и Plectus. Мы представляем точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Pannegrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего плейстоцена примерно 46 тысяч лет назад, отметили авторы. Исследователи извлекли образец на северо-востоке Сибири, в районе Колымы. Червь покоился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров. Как рассказали ученые телеканалу Sky News, им удалось оживить его водой. Червь прожил меньше месяца, но успел произвести на свет более 100 новых поколений. Этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннесса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным, приводит телеканал слова руководителя исследования Тимураза Курцчалии. По словам ученых, их открытие важно для понимания процесса эволюции, поскольку выживание отдельных особей в течение долгого времени может способствовать возрождению вымерших видов. 2. Почему растут волосы у японской куклы Окику? Тайну которой не могут раскрыть уже 100 лет. В фольклоре каждого народа, живущего на Земле, существуют свои страшные легенды, веками передаваемые из поколения в поколение, и страна восходящего солнца в этом не исключение. Причем японские страшилки являются одними из самых жутких. Именно поэтому самыми страшными фильмами ужасов считаются те, которые сняты в Японии. Но что любопытно, сюжеты хорроров, холодящие кровь зрителей, не всегда являются плодом необузданной фантазии и воображения их создателей. Иногда их истоки берут свое начало в реальности. И одним из таких примеров является мистическая история куклы Окику. Японский хоррор – это совершенно иной мир, отличающийся от европейского необыкновенной азиатской культурой, традициями и мировоззрением, который развивался длительное время по своим законам. Традиции хоррора в Японии имеют солидную историю, восходящую к 17-18 векам, когда в стране начали широко распространяться страшные сказки, получившие обобщенное название кайдан – истории с привидениями. Кайданы затрагивали спектр всевозможных мистических явлений, связанных с потусторонними силами, призраками, духами, привидениями, демонами, заживо погребенными,
загадочными явлениями природы. Присутствовал в них также большой пласт мистических историй о зловещих куклах, многие из которых основаны на реальных событиях. Одной из самых жутковатых является реальная история о японской кукле Окику. Тайна куклы Окику. Эта кукла кажется самой обычной, но это только на первый взгляд. В нее, согласно преданию, вселился дух умершей маленькой девочки. Именно поэтому история легендарной Окику уже целое столетие будоражит умы как самих японцев, так и тех, кто об этой кукле знает за пределами страны. Окику существует на самом деле, и, так сказать, проживает она в городе Ивамидзама, что на острове Хоккайдо, в одном из местных храмов. Названа она в честь той самой маленькой девочки Окику и представляет собой фигурку в кимоно. Высота фигурки менее полуметра, у нее черные глазки-бусинки и длинные черные волосы, которые служители храма постоянно подстригают, поскольку те отрастают со скоростью, свойственной росту волос человека. Как все начиналось? История куклы Окику началась на острове Хоккайдо более 100 лет тому назад, в 1918 году. Изначально это была обычная игрушка, которая продавалась в небольшом магазинчике Саппоро. Именно тогда 17-летний юноша Йокиси Сузуки подарил ее своей двухгодовалой сестренке. В местечке Саппоро, где Йокиси был на морской выставке, он приобрел куклу в качестве сувенира. Малышке подарок брата очень понравился, и, назвав ее своим именем Окику, она играла с ней целыми днями, практически не выпуская из рук. Вскоре родители девочки и ее брат, видя любовь ребенка к кукле, стали считать, что в их семье теперь две Окику, одна настоящая, вторая игрушечная. Таким образом, подыгрывая малышке, они стали наделять куклу качествами живого существа. Но спустя год случилась беда. Неожиданно девочка заболела гриппом и скоропостижно скончалась от осложнений. В память о своей дочери родители усадили ее любимую куклу в домашний алтарь, самое красивое и светлое место в доме, где каждый день молились за упокоение души малышки. Воспринимая игрушку как частичку своей умершей девочки, мать с отцом обращались к ее образу, разговаривали с ней и даже иногда советовались. Мистическое явление. Но вскоре родные заметили нечто необычное: черные как смоль прямые волосы куклы, которые изначально едва доходили до плеч, становились все длиннее и длиннее. Они вырастали до той длины, какая была у малышки при жизни, после чего их рост несколько замедлялся. Родители стригли волосы, и те снова начинали расти. После такого невероятного открытия родные посчитали это знаком того, что душа их ребенка нашла пристанище в кукле. Теперь им приходилось каждый месяц подстригать волосы игрушки, которые за несколько недель отрастали вновь. Родители, веря в чудо, демонстрировали своим знакомым куклу с растущими волосами, а те, в свою очередь, делились сенсацией со своими знакомыми. И весть о необычной кукле стремительно разнеслась по всему острову. Специалисты того времени, изучающие паранормальные явления, констатировали, что в куклу вселился призрак Окику, и всему виной сами родители девочки. Они не дали душе дочери успокоения, и теперь она, мечась между двумя мирами, миром живых и загробным миром, нашла для себя лишь одно место обитания – свою любимую игрушку. И так прошло почти 20 лет. В 1938 году семья покойной Окику, собравшись переехать в другой город, решила куклу не брать с собой, поскольку считали, что дух их малышки должен оставаться там, где она родилась. Поэтому мистическую куклу отдали служителю местного храма Манендзи, который сделал для нее специальный деревянный ящик и поместил на самое видное место в храме. Там она находится и по сей день. И уже современные монахи периодически стригут ее, и любой желающий может, периодически заходя в храм, наблюдать динамику роста волос куклы. Отмечается также, что из-за присутствия в храме Окику его стали посещать гораздо больше местных жителей и гостей города. Причем многие из посетителей утверждают, что им не просто посмотреть в глаза кукле, но вполне возможно, что это обычный самовнушаемый страх. Почему тайна остается тайной? И что в этой истории больше всего любопытно,
так это то, что секрет этого паранормального явления до сих пор не раскрыт, поскольку многие верующие люди попросту боятся даже коснуться необычной игрушки, да и сами служители храма противятся всяческим попыткам изучить куклу научным методом. Лишь однажды, в порядке исключения, японским ученым разрешили провести небольшое исследование, сделать анализ волоса куклы Окику. Результат показал, что волос человеческий и что растет он со скоростью, свойственной росту волос человека. Однако ученые-мужи по сей день так и не могут объяснить феномен этого явления. Они признают, что волосы куклы человеческие. Соглашаются, что они растут, но почему, на этот вопрос у них так и нет ответа. История мистической куклы уже давно известна во всем мире и стала культурным феноменом Японии. Ее описывали в книгах, про нее ставили спектакли в традиционном стиле кабуки. Сейчас Окику настолько популярна в Японии, что стала ярчайшей достопримечательностью острова Хоккайдо, поглазеть на которую не прочь многие зарубежные туристы. К слову сказать, эта удивительная история не прошла мимо и создателей японского хоррор-кинематографа. Она вдохновила сценаристов и режиссеров фильма ужасов «Звонок». И хотя в основу хоррора лег одноименный бестселлер писателя Кодзи Судзуки, некоторые моменты были позаимствованы из легенды об Окику. 3. В поисках источника вечной молодости. Стремление получить бессмертие и обрести вечную молодость сопровождает человека с того момента, как он осознал, что имеет определенный срок жизни. Миф о фонтане или источнике с водой, дающий не только молодость, но и вечную жизнь, известен во многих культурах на протяжении тысячелетий. Он представляет собой популярный мотив в различных мифологиях и религиях. Мифы и легенды, связанные с источником. Многие говорят, что такого явления никогда не было. Тем не менее, существует множество древних текстов, описывающих таинственное место с водой наполненной, магическими свойствами, предлагающими человеку бессмертие. В скандинавской мифологии боги асов использовали золотые яблоки богини Идун. Эти яблоки сохраняли их молодыми, иначе они старели, как и обычные смертные. К сожалению, его местоположение было скрыто от всех, кто написал или слышал об источнике. Часто мотив воды жизни связан с путешествием на край света, особым местом, которое принадлежало богам. Геродот, живший с 484 года до нашей эры до 425 года до нашей эры, упомянул источник молодости в своей истории об эфиопах, когда он говорил об исключительно долгой жизни людей, называемых макробианами, то есть долгожителями, легендарным племенем Эфиопии. В своей работе «История о древних традициях», географии и греко-персидской войне Геродот рассказал, как царь Эфиопии, защищавший свои земли, издевался над средней продолжительностью жизни своих соседей, которая составляла всего 80 лет. Большинство его людей, долгоживущие эфиопы, дожили до 120 лет, а некоторые даже вышли за пределы этого возраста. Рассказ Геродота о таком месте считается одним из самых ранних из известных. Падение Александра Великого в поисках бессмертия. Источник молодости также упоминается в Александровских романах, хрониках жизни и путешествий Александра Македонского, который покорил большую часть известного мира до своей смерти около 323 года до нашей эры. Согласно Суре 18 в Коране и многих других древних записях, Александр ищет фонтан молодости, но, к сожалению, найти источник чудотворной воды не удается. Более того, он случайно поднимается на священную гору Каф, место, которое обычный человек не должен искать, пишет Ричард Стоунман в своей книге «Александр Великий. Жизнь в легенде». Александр умер в возрасте 32 лет. За свою очень короткую жизнь он искал рай на земле, молодость и бессмертие, но ничего не нашел. Путешествие по побережью Америки. Коренные жители Карибского моря считали, что источник с магическими свойствами существовал в мифической стране под названием Бимини. Хуан Понсе де Леон, завоеватель из Испании, отправился в долгое экспедиционное путешествие, чтобы найти фонтан молодости в марте 1513 года. Фердинанд, король Испании,
сразу же выдал Понсе де Леону патент на открытие от 23 февраля 1512 года, разрешивший экспедицию с острова Испаньола на север. Адмиралтейству было приказано помочь Понсе де Леону и предоставить ему лучшие корабли и моряков, чтобы он мог без промедления открыть остров, указанный в документе как Бенины. Но открытие этого острова было нелегкой задачей, потому что на Багамах не один остров, а сотни. Воды каждого ручья пробовали и пили, но без видимых эффектов. В пасхальное воскресенье была замечена длинная береговая линия. Понсе де Леон называет найденный, так сказать, остров Флорида. Плавая вдоль побережья и приземляясь неоднократно, он и его люди искали джунгли и пили воду из бесконечного числа источников. Но чуда не происходило. Допросили огромное количество индейцев. Некоторые казались необычайно молодыми для заявленного ими возраста. Другие повторяли легенды, которые подтверждали существование фонтана. В 1521 году Хуан Понсе де Леон отправился в еще одно великое путешествие на поиски фонтана молодости. Он стал первым европейцем, который прибыл в Америку, открыв Флориду в 1513 году, но он не нашел того, что искал. Вместо вечной молодости Понсе де Леон нашел смерть от индийской стрелы. В заключение этого пункта скажем, что индийская мифология и самая ранняя литература имеют много описаний чудесной воды. В великом индийском эпосе Махабхарата упоминается вода бессмертия. Можно сказать, что сам поиск легендарного источника воды со сверхъестественными качествами продолжается. Хотя мы живем в просвещенном обществе и имеем доступ к обширным знаниям в интернете, желание найти источник молодости осталось. 4. Сильфий – утерянное чудо древности. Старинная легенда гласит, что впервые люди заметили это растение после того, как над восточным побережьем Ливии прошли сильные дожди. В те времена там находилась древнегреческая Кирена, один из величайших городов античности. Трава начала быстро расти, ее прочная корневая система усиленно боролась за жизненное пространство, завоевывая округу. И вскоре все лесные поляны и близлежащие склоны украсились пышными стеблями сильфия. Со временем были обнаружены удивительные свойства этого растения. Его изысканный вкус и полезные свойства сделали сильфий очень желанным и ценным. Разумеется, его широко использовали для медицинских целей. Плиний, к примеру, писал, что эта трава помогает в лечении ран от собачьих укусов и облегчает симптомы при заболеваниях прямой кишки. Сильфий также употребляли от кашля, боли в горле, высокой температуры, расстройств органов пищеварения и даже от бородавок. А еще он служил в качестве противоядия при укусах скорпионов и змей. Сильфий обладал чудесным запахом. Его нежные соцветия служили для изготовления духов, а засушенный млечный сок использовался как приправа ко всевозможным блюдам. Люди приносили растения в свои спальни, поскольку сильфий был мощным афродизиаком и одновременно считался противозачаточным средством. К слову, современные ученые тоже считают, что ранее с помощью именно этой загадочной травы контролировалась рождаемость. Семена сильфия по форме напоминают сердце. Возможно, они стали прообразом тех романтических сердечек, что присылают друг другу нынешние влюбленные. Древние римляне восхваляли сильфий в песнях и стихах, упоминания об этом растении содержатся в великих творениях античной литературы. Сильфий – символ Кирены, а у себя, так сказать, на родине, трава сделалась символом греческой колонии Кирены, а также местной валютой. В течение многих веков власти не разрешали вывозить семена растения за городские пределы, сохраняя таким образом монополию. Чужеземцам приходилось платить за траву большие деньги, благодаря чему Кирена стала процветать. Продавали сильфий, в буквальном смысле на вес золота и серебра. Им же выплачивали дань римлянам. Как свидетельствуют историки, Юлий Цезарь имел в своих хранилищах 680 килограммов сильфия, приравнивавшегося к официальной казне. Интересно, что драгоценное растение исчезло так же неожиданно, как и появилось, причем не только с территории Африки, но вообще с лица земли. Так, Плиний Старший писал, что в своей жизни слышал только об одном единственном стебле сильфия,
который был сорван приблизительно в 54-68 годах новой эры и отправлен для ознакомления Нерону. Однако алчный римский император немедля съел уникальное подношение, возможно, последний экземпляр данного вида. Причины, по которым вымерло ценное растение, не установлены. Может быть, траву собирали слишком усердно, а может быть, имели место какие-то иные мистические причины. Очевидно только, что люди так и не сумели, так сказать, приручить дикий сильфий. К слову, все попытки культивировать растения вне пределов Кирены оказались безуспешными. Современные ученые считают сильфий дальним родственником всем известной моркови. Он принадлежал к растениям семейства зонтичных, походящих на фенхель. Сегодня эти травы произрастают в странах Средиземноморья и Северной Африки как сорняки. Две из них, гигантский фенхель и танжерский фенхель, можно и сегодня увидеть на территории Ливии. К сожалению, они не обладают и долей тех фантастических свойств сильфия, о которых до нас дошли лишь скупые сведения да прекрасные легенды. 5. История Уцура-Буне. Японский НЛО XIX века. Таинственное событие в Японии в начале XIX века обнаруживает удивительное сходство с историями об НЛО. Танака Кадзуо, заслуженный профессор университета Гифу, родился в 1947 году. Специализируется в области оптической информационной инженерии, но также читал лекции по скептическому мышлению. Ведущий исследователь легенд об Уцура-Буне, полом корабле. В 1803 году круглое судно прибило к берегу японского побережья, и из него вышла красивая женщина в странной одежде и с ящиком в руках. Она не могла общаться с местными жителями, а ее ремесло было отмечено таинственными письменами. Эта история об Уцура-Буне, или полом корабле, в провинции Хитачи, ныне префектура Ибараки, встречается во многих записях периода Эдо 1603-1868 годы, и Танака Кадзуо, заслуженный профессор университета Гифу, изучал эту тему в течение многих лет, что заставило его отойти от своей основной области исследований, прикладной оптики, и заняться изучением этого любопытного эпизода. И что произошло на самом деле? Как летающая тарелка. Танака говорит, что начал изучать корабль после смертоносных зариновых атак в метро в 1995 году, совершенных сектой Аум Синрикё. Было много сообщений о пророчествах основателя Аума Сахары Сёка и его заявлениях о том, что он может парить в воздухе. При этом старшие члены культа были частью научной элиты. Я начал читать лекции, рассматривая паранормальные явления с научной точки зрения, что означало, что я собирал всевозможные материалы для преподавания, например, об НЛО в США и японском фольклоре. Занимаясь этим, я наткнулся на легенду об Уцура-Буне. Он добавляет, задолго до американских историй об НЛО, корабль, изображенный в японских документах периода Эдо, почему-то был похож на летающую тарелку. Это меня завораживало. НЛО стали современной сенсацией после того, как 24 июня 1947 года СМИ сообщили о том, что американский бизнесмен Кеннет Арнольд стал свидетелем так называемых летающих тарелок. Последовал поток подобных историй со всего мира. Наиболее известным стало утверждение о том, что в июле 1947 года НЛО упал на Землю недалеко от Розуэлла, штат Нью-Мексико. Однако в конечном итоге не было найдено ни обломков, ни тел инопланетян, говорит Танака. Остались только неоднозначные свидетельства очевидцев. То же самое было и со всеми другими историями об НЛО со всего мира, они были загадками без каких-либо существенных доказательств. Легенда об Уцура-Буне, однако, имеет ряд документов, которые можно рассматривать как зацепки, так что в этом смысле для исследователей это тайна с содержанием. Существуют подобные устные предания о полых кораблях по всей Японии в период Эдо. Исследования Танаки сосредоточены на различных документах, которые описывают инцидент 1803 года в Хитачи и включают иллюстрации красивой женщины и странного судна, хотя в них приводятся разные даты. Одним из самых известных источников является Тоэн Шосетсю,
Истории Таэна, сборник 1825 года, записывающий фантастические слухи, который был написан литературным кружком Тэнкай и отредактирован Кёкутой Бакином, известным своим длинным историческим романом Нэнса Сатоми Хэкэнден «Хроники 8 собак». Среди других можно назвать работу Нагахаси Матадзиро Уме но Хири «Сливовая пыль» 1844 года, а также такие сборники, как Ашуку Дзаки, записки Ашуку, Хироката Дзуйхицу, эссе Хирокаты и Хёрюки Сю, записки Костовеев, в которых собраны истории иностранных кораблей, выброшенных на берег Японии, и японских моряков, сошедших на берег за границей. Сначала Танака предположил, что этот инцидент был приукрашенным рассказом о потерпевшем кораблекрушение, русском китобое, но он не смог найти упоминания о подобной катастрофе в официальных документах. Вместо этого он обнаружил новые материалы, погрузившись в дальнейшее изучение истории. На сегодняшний день он нашел 11 документов, связанных с легендой о Хитачи Ацурубун, из которых наиболее интересные датируются 1803 годом, тем самым годом, когда судно, как говорят, прибило к берегу. Один из них Мита Бунсё, документ Мита, принадлежащий коллекционеру из Мита, префектура Ибараки. Танака заметил, что одежда женщины на иллюстрации в этой работе похожа на одежду статуи Бодхисаттвы в храме Сёфукудзи в Камису, также в Ибараки, который посвящен разведению шелковичных червей. Легенда приписывает начало шелководства в этом районе принцессе Кондзики или Золотой принцессе, которая является мотивом изображений в храме. По одной из версий, принцессу Конджики выбросило на берег после путешествия из Индии на вырытой лодке в форме кокона. Она отплачивает за доброту местной паре, которая пытается вернуть ей здоровье, передав им секреты шелководства, когда после смерти сама становится шелковичным червем. Среди различных материалов только иллюстрация в документе Мита показалась очень похожей на принцессу Кондзики. Танака считает, что когда распространились первые слухи о полом корабле, вышедшем на берег на пляже Касиманада, люди из Сёфукудзи, возможно, решили включить это в рекламу храма. Другим, еще более важным источником является Банкэ Бунсё, документ Банкэ, принадлежащий Каваками Дзинити, наследнику традиции кока-ниндзюцу, искусства ниндзя, исследователю ниндзюцу и мастеру боевых искусств. Он назван в честь семьи Банки, или Бан, ниндзя Кока. Хотя в некоторых других материалах говорится, что судно вышло на берег в таких местах, как Хараидори или Харатанахама, нет никаких доказательств существования таких мест. В этом документе, однако, это место записано как Хитачихара Ширихама, которая фигурировала на карте, составленной известным картографом Ино Тадатака, и теперь известна как Хасаки Ширихама в Камису. Танака комментирует, что в то время как другие материалы показывают географические несоответствия, в этом документе упоминается реальное название местности. Он говорит, что Каваками предположил, что один из членов Банкэ мог собирать информацию, работая на главу домена Авари, ныне префектура IT. Если это так, то он не стал бы записывать неправду, поэтому мы можем сказать, что документ очень надежный. Фольклорист Янагита Куния однажды сказал, что все легенды об Уцурубуне беспочвенные выдумки. Но в случае с Уцурубуне из Хитачи есть явное отличие от других историй по всей стране, говорит Танака. Во-первых, указано, что это произошло в 1803 году. И потом, странно, что есть конкретные фотографии корабля, на которых он похож на летающую тарелку. Я считаю, что скорее всего это было основано на чем-то, что действительно произошло. Но Япония тогда была в значительной степени закрытой страной, поэтому, если бы произошло крушение иностранного корабля или в страну прибыли иностранные люди, это стало бы огромным событием, и правительственный чиновник провел бы расследование и оставил бы публичный документ. Когда в 1824 году британские моряки зашли на остров Ацухама, ныне Китай-Бараки, это стало одной из причин принятия в следующем году эдикта о недопущении иностранных судов. Так что, возможно, есть свидетельства очевидцев о том,
что в Касимонаде что-то происходило в течение короткого времени. Возможно, что это стало связано с более ранними легендами об Уцурубуне. Так же, как описание одежды женщины варьируется в зависимости от документа, так и описание формы и размера ее судна. Например, в записях о замках говорится, что он был около 3,3 метров в высоту и 5,4 метра в ширину, если перевести в современные измерения, и что он был сделан из палисандрового дерева и железа, со стеклянными и хрустальными окнами. Я не уверен, были ли записки Кастаньет официальным документом. Всего существует 2 тома, и кроме Уцурубуне, все они представляют собой происшествия, которые действительно имели место. Это позволяет предположить, что автор по крайней мере верил, что Уцурубуне действительно выбросило на берег, говорит Танака. С полым кораблем связано бесчисленное множество загадок, например, значение написанного внутри него шрифта. Танака говорит, что по одной из версий он напоминает псевдоримские буквы, которые иногда встречаются на границах гравюр укиё-э. Так что это может быть просто декоративное украшение. Хотя не исключено, что мы обнаружим доказательства того, что это инопланетная письменность. Сказав это, он смеется. Вероятно, будут еще открытия неизвестных материалов, связанных с Уцурубуне, и новые откровения. Эта легенда так привлекательна, потому что можно придумать так много различных теорий. Наличие подобной истории в Японии за 140 лет до американских наблюдений НЛО, которое до такой степени стимулирует воображение, напоминает мне о том, насколько увлекательной может быть японская культура. 6. Потерянный у острова Десепшн. Разгадка столетней тайны. Странная история выжившего после атаки немецкой подлодки в Первой мировой войне. В 1916 году немецкая подводная лодка потопила торговое морское судно, шедшее под флагами союзников у берегов Антарктиды, где-то между островом Элефант и островом Десепшн в архипелаге Южные Шетландские острова. Считалось, что все души на борту корабля погибли вместе с его грузом продовольствия и медицинских принадлежностей, направлявшихся на Западный фронт. Однако через 2 года, в 1918 году, был найден единственный выживший на безымянном приливном острове у северо-западного побережья Антарктического полуострова. Выживший назвал себя Эдвардом Алленом Оксфордом, гражданином Британской империи. Несмотря на то, что прошло 2 года, он утверждал, что был выброшен на берег не более 6 недель назад на соседнем большом острове, который, по его словам, был теплым и тропическим. История выживания и тайны. История Эдварда Аллена Оксфорда вызвала скептицизм и интерес. Как человек мог выжить 2 года в суровых условиях Антарктики и выйти с рассказом о теплом и тропическом острове? Оксфорд настаивал, что был на борту злополучного корабля, и когда его поразила немецкая подводная лодка, он сумел спастись на импровизированном плоту. Несколько дней он дрейфовал, пока не оказался на острове, не похожем на другие в ледяных южных морях. Оксфорд описывал остров как зеленый рай, полный странных флоры и фауны, что резко контрастировало с пустынным, замерзшим ландшафтом, ожидаемым в этом регионе. Он рассказывал о встречах с дружелюбными аборигенами, говорившими на неизвестном языке и делившимися своими знаниями о скрытых секретах острова, включая существование древних текстов и артефактов. Эти аборигены, по его словам, были хранителями потерянных книг Кватрии. Потерянные книги Кватрии. Согласно Оксфорду, потерянные книги Кватрии были древними манускриптами, содержащими знания о давно потерянной цивилизации. Книги подробно описывали историю, культуру и передовые технологии кватрийцев, людей, которые якобы процветали в скрытом царстве, недоступном внешнему миру. Оксфорд утверждал, что остров, на который он наткнулся, был вратами в Кватрию, место, где время, казалось, остановилось, и где можно было найти остатки этой развитой цивилизации. Скептики утверждали, что история Оксфорда – это выдумка, плод воображения человека, пострадавшего от травм войны и изоляции. Однако его подробные описания острова и его обитателей, а также артефакты, которые он привез,
включая фрагменты манускриптов, заинтересовали ученых и искателей приключений. Возможно ли, что в его фантастическом рассказе есть зерно правды? Поиск истины. Тайна Эдварда Аллена Оксфорда и потерянных книг Кватрии вызвала многочисленные экспедиции в архипелаг Южные Шетландские острова. Исследователи, историки и искатели сокровищ отправились в ледяные воды у берегов Антарктиды, надеясь обнаружить легендарный остров и сокровища, которые он, как предполагается, хранил. Несмотря на многочисленные попытки, никакие убедительные доказательства существования тропического острова Оксфорда или потерянных книг Кватрии так и не были найдены. Тем не менее, легенда продолжала жить. Истории о странных наблюдениях и необъяснимых явлениях в этом регионе подпитывали веру в то, что остров, а возможно и сама Кватрия, реальны. Некоторые теоретизировали, что остров был скрыт естественными или сверхъестественными средствами, защищен от обнаружения мощными силами. Наследие Эдварда Аллена Оксфорда. История Эдварда Аллена Оксфорда остается одной из самых устойчивых тайн XX века. Был ли он шарлатаном, провидцем или просто человеком, пережившим нечто, выходящее за рамки понимания его времени, его история продолжает захватывать воображение. Потерянные книги Кватрии, будь то реальные или мифические, символизируют человеческое стремление к познанию неизвестного и веру в возможность скрытых миров. В заключение, странная история Эдварда Аллена Оксфорда и потерянных книг Кватрии служит напоминанием о силе тайн и устойчивом очаровании неизвестного. По мере того, как мы продолжаем исследовать мир и расширять границы знаний, истории, подобные истории Оксфорда, бросают нам вызов сохранять открытость ума и никогда не переставать искать истины, которые лежат за горизонтом. Поэтому, когда вы в следующий раз окажетесь перед неизвестным или услышите рассказ, который кажется слишком фантастическим, чтобы быть правдой, вспомните Эдварда Аллена Оксфорда и остров, потерянный у острова Десепшн. В мире исследований и открытий иногда самые необычные истории содержат семена истины, ожидая, когда их раскроют те, кто достаточно смел, чтобы искать их. 7. Донни Деккер. Человек, способный вызывать дождь в помещении. Маленький мальчик Донни Деккер из штата Пенсильвания. Отца ему заменил дед, которого побаивались в округе, потому что считали, что он неким образом связан с дьяволом. Говорили, он мог проклянуть человека, и проклятия его сбывались очень быстро. Паренек чаще всего был предоставлен сам себе, и поэтому связался с не очень хорошей компанией. Когда он сидел в тюрьме за небольшую кражу, его дед скончался и его отпустили на похороны. Позже он рассказывал, что не испытывал особой скорби, присутствуя там, но внезапно его голову будто жали тисками, и в ней зазвучал голос деда, который угрожал Донни. После этого, как утверждал сам человек дождя, с ним стали происходить невероятные вещи. Парень пришел в себя и отправился к другу, где они с женой накрыли поминальный стол и спешили выразить Деккеру свои соболезнования. Во время этого ему стало плохо, он повалился на пол и стал биться в конвульсиях. Во время этого прямо с потолка кухни начали капать большие капли воды, которые, усиливаясь, превратились в настоящий ливень. Это произошло в 1983 году, и свидетелями были его друзья. Не зная, что делать, его друг побежал наверх, где обнаружил, что все трубы целы и прорыва нет. Приехавшая полиция не застала дождя, но вся комната была в тумане, где, по их словам, парили капли воды, двигаясь хаотично с большой скоростью. Офицеры приказали всем покинуть помещение до выяснения обстоятельств. Хозяева дома спали в других комнатах, где следов воды не было вообще. Когда Донни Деккер покинул дом, следы потопа практически мгновенно исчезли. Новая способность парня не давала ему даже нормально сходить в пиццерию. Они встретились там с теми же Бобом и Джинни, чтобы обсудить это невероятное происшествие. Там-то у Деккера и случился второй припадок с ливнем прямо с потолка заведения. Посетители убегали в панике, не расплатившись по счетам, а его друзья поняли, что причина в Донни. Так как в пиццерии остались только они,
Хозяин тут же подоспел к ним и потребовал объяснений. Услышав их невероятную версию, мужчина сорвал со стены распятие и вложил его в руку Дони. Кожа его ладони задымилась, он отбросил крест и пришел в себя. Дождь кончился, а хозяин кафе попросил больше никогда не являться в его заведение. После многочисленных припадков с дождем, молодые люди решили позвать священника для обряда изгнания беса. Когда он приступил, в комнате резко похолодало и пошел ливень. Когда святой отец закончил молитву, дождь стих, Деккер пришел в себя и заявил, что чувствует себя отлично. Его отпуск закончился, и он был вынужден вернуться в тюрьму, где все уже были наслышаны о его способностях. Они добились от него попытки призвать дождь, и он снова пошел, намочив охранника, который вместе с коллегами избили его и отправили к начальнику колонии. Там Дони опять был вынужден доказать свою необычную способность, отчего начальник снова вызвал священника. То ли он был более опытный в таких делах, то ли везение сыграло свою роль, но после его обряда, во время которого по кабинету летали вещи и кружила вода, инциденты с Деккером не повторялись. Вскоре он вышел из тюрьмы, говорят, даже поработал поваром в местной закусочной, а после о нем ничего не известно и по сей день. 8. 82 года без еды и воды. Ученые до сих пор пытаются разгадать секрет Прахлада Джани. Пища является одним из основных источников энергии и питательных веществ для организма человека. При длительном голодании люди быстро расходуют ресурсы своего тела, что приводит к отказу печени, тахикардии и повреждениям сердца. Согласно научным исследованиям, предельный срок голодания при наличии питья у взрослого человека достигает 60-70 дней. Но надо учитывать, что это число может сильно варьироваться в зависимости от различных факторов. А теперь внимание, в Индии на 91-м году жизни скончался Прахлад Джани, который не пил и не ел с 8 лет. Ученые до сих пор не могут объяснить этот феномен. Джани родился в 1929 году в штате Гуджарат. Как только парню исполнилось 8 лет, он собрал все самое необходимое и отправился навстречу голоду. Как утверждал сам Прахлад Джани, именно во время скитаний к нему явилась богиня Амба Мата. Она жалилась над мальчиком и, коснувшись его языка, сделала у него в небе дырку, сквозь которую, как думают йоги, поступает питательное вещество амрита. Это вам и пища богов, и эликсир бессмертия одновременно. А еще и скороход, позволяющий преодолевать десятки километров без еды и воды. С тех самых пор Прахлад не знал забот, жил в чистоте и молитвах в пещере, в Габарских горах в Амбаджи на севере штата Гуджарат. К нему постоянно стекались тысячи паломников и людей, желающих обучаться у него мастерству медитации. Слухи о необычном монахе со временем распространились по всей Индии. И в 2003 году к нему впервые нагрянула делегация ученых, чтобы лично убедиться в правдоподобности его дара. Ведь наука в один голос утверждает, человеческое тело не сможет просуществовать без питательных веществ. Сила духа не сможет их заменить. А тут десятилетия питаться Святым Духом и запивать им же. С разрешения йога-ученые поместили его на 10 дней в изолированное помещение, под круглосуточное наблюдение без еды, воды и возможности помыться. Несколько десятков медиков из оборонного института физиологии и смежных наук обследовали йога с ног до головы с помощью всех имеющихся в арсенале приборов, включая томографы. Метаболизм, энергообмен — все четко, без отклонений. Все как у обычного земного человека. Вот только в туалет не ходил. Последний раз йог его посетил в 8-летнем возрасте. А больше и потребностей не было. Но вот что удивительно, врачи, проводившие обследование, заметили, что в мочевой пузырь йога все же нацедилась жидкость. Правда, без испражнения она вскоре впиталась обратно. По истечении 10 дней Джани отпустили, а в 2010 году опыт решили повторить, увеличив срок пребывания йога в изоляторе до 14 дней. Но и в этот раз медикам так и не удалось раскрыть секрет своего пациента. Зато количество вопросов только возросло. Сколько же на самом деле человек
может прожить без пищи и воды. Индийским военным врачам, которые надеялись разгадать секрет прахлада, чтобы в дальнейшем обучать своих солдат такой же стойкости и выносливости, оставалось только завидовать. Ведь секрет жизни без потребностей погиб вместе с йогом, когда тому стукнул 91 год. Как показало вскрытие, никаких дырок и следов амриты у прахлада не было. Поговаривают, что это всего лишь чудеса медитации, благодаря которым йог смог выдержать и 10 дней, и 14 без еды и питья, тогда как обычный человек едва протянет 4. А вот что касается 80-летнего поста, не хотим затронуть веру, но многие считают, что это попахивает сказкой. 9. Кто такая девочка рентген и что с ней стало? Наташа Демкина. Я вижу вас насквозь. Об уникальном даре Наташи Демкиной писали статьи, снимали фильмы. Ее называли девочкой-рентгеном, ведь она могла рассказать о заболеваниях любого пациента, лишь взглянув на него. Сохранился ли ее дар, когда она повзрослела? Наташа говорила, что у нее есть зрение обычное и еще одно, позволяющее видеть внутреннее устройство организма человека. Она видела органы, их состояние. Переключиться на рентгеновское зрение девочка могла по желанию. Ученые, чтобы убедиться в подлинности дара, приглашали ее в Лондон и Нью-Йорк. В Англии исследователи признали способности Наташи, а вот в Америке возникли сомнения. Наташа, тогда еще школьница, правильно определила недуги только у 4 человек из 7. Затем девочку вызвались проверить японские ученые, точным оказался результат в 5 случаях из 7. А во время второй проверки в Японии девочка-рентген показала 100% результат. Японские ученые проверяли Наташу особенно скрупулезно. В первый приезд в Токио Демкина определяла недуги пациентов, сидящих достаточно близко. Японские исследователи засомневались, а вдруг больные как-то выдают свои хвори взглядом, микродвижением. А возможно, девочка пользуется гипнозом и заставляет их выдавать тайны особым образом. Наташу привезли затем в ветлечебницу, где предложили просмотреть старого ротвейлера. По собачьей морде трудно угадать, где и что болит. Она сначала отказывалась проводить диагностику организма собаки, объясняя это незнанием анатомии животных и стандартов их здоровья. Но взглянув на пса, показала на заднюю лапу, в которой был вживлен протез. Далее японцы попросили девочку с необычными способностями поставить диагноз, глядя на фото, и были потрясены. Оказалось, ей не важно, какое изображение просматривать, фас, профиль, по грудь или в полный рост. Даже если на фотографии человек был изображен по грудь, Наташа могла диагностировать болезнь, расположенную ниже, что вызвало крайнее изумление докторов. Как это происходит, она не могла объяснить, но по маленькой фотографии для паспорта определила онкологическое заболевание печени. Затем, дабы усложнить задание, исследователи облачили пациентов в темные балахоны и маски, а в наушники включили громкую музыку. Демкину посадили спиной к ним. Но несмотря на это, школьница точно определила проблемы у всех. Она увидела и металлический штырь в колене, и аномальные органы, и даже разглядела 3-недельную беременность. Помимо диагноза, Наташа нарисовала то, что увидела. Ее рисунки сравнили с рентгеновскими снимками, а также выписками из медкарт, все совпало. Доктора наук из Центра изучения человека при университете в Токио, изучающие паранормальные способности, аплодировали стоя. Наташа Демкина почувствовала свой дар в 10 лет, и вот как это произошло. Семья Демкиных жила в Саранске. Однажды, лежа на диване, Наташа стала описывать матери, как выглядят ее внутренние органы. 10-летний ребенок не знал названия многих из них, и почки у нее были бобами, а кишечник гофрированным шлангом. Испуганная мать обратилась к доктору. Придя на прием, девочка стала рассказывать, как устроен организм врача. Тот только развел руками. В первое время Наташа, естественно, просматривала лишь друзей семьи, а те, в свою очередь, стали просить посмотреть своих знакомых. Обычно это были люди, которым медики не могли поставить точный диагноз. И так из уст в уста разносилось:
весть о необыкновенных возможностях саранской школьницы. К ней обращалось все больше и больше людей за помощью. Среди них были и врачи, и пациенты, которых они направляли к девочке. Настоящая известность пришла к Наталье, когда о ней заговорили СМИ. «Мы долго скрывали способности дочери», рассказывал ее отец Николай Демкин. Но необычность Наташи все-таки выплыла наружу, и нас стали атаковать журналисты. Телефон разрывался от звонков, правда, некоторые статьи принесли нам немало горя. Успешно закончив школу, в 2004 году Наташа поступила в Московский государственный стоматологический университет имени Семашко на лечебный факультет. Наташа сотрудничала и с российскими учеными Центра восстановительной медицины Центральной клинической больницы МПС под руководством доктора медицинских наук Вячеслава Михайловича Звонникова, много лет изучавшего людей с экстраординарными способностями. При встрече Наташа задала профессору Звонникову мучившие ее вопросы. Прежде всего о том, как он относится к ее необычным возможностям. Он сказал: «Твои способности – это очень интересное явление, механизмы которого мы хотим изучить. Таких людей, как ты, немало. Но лишь единицы из них обращают на свой дар внимание, а уж тем более развивают его. А ты уникальна тем, что, зная о своих возможностях, поступила в медуниверситет. Соединение знаний консервативной и нетрадиционной медицины обычно дает очень хороший эффект в диагностике и лечении. Немало огорчений приносит девушке то, что многие врачи не верят ей». Вячеслав Михайлович напомнил, что среди докторов тоже встречаются разные люди. Так, известный русский врач Сергей Боткин мог определить заболевание, внимательно взглянув на мимику, походку и прислушавшись к голосу. Есть такие, которые ставят диагнозы по запаху. И подчеркнул, что ее способности из этой области. Если бы медики знали больше о, так сказать, устройстве человека, то не было бы недоверия по отношению к таким людям, как она. И посоветовал девушке не тратить свою жизнь на борьбу, а развивать свои способности и изучать для медицины будущего. В 2006 году, еще будучи студенткой, Наталья Демкина стала диагностировать в Центре специальной диагностики человека в Москве. Она принимала больных вместе с коллегами-врачами. По словам Натальи, к ней стекались больные со всего мира. При поддержке людей, которые верят в нее, Наташе удалось стать успешной представительницей нетрадиционной медицины. А поскольку девушка получила медицинское образование, у нее появились амбициозные планы. Она мечтала открыть экспериментальную многопрофильную клинику, где использовался бы в диагностике подход, опирающийся на ее дар, велись исследования в области онкологии и многое другое. Сейчас Наталье должно быть более 35 лет. К сожалению, последние годы о ней нет каких-либо сведений. Сбылись ли ее мечты, неизвестно. 10. Оливия Фарнсворт. Она может не есть, не спать и ни разу не ощущала боли, зато любит причинять ее другим. Оливия Фарнсворт – загадочная девочка с крайне редким заболеванием, которое ранее не было ни у кого за всю историю человечества. У ребенка отсутствует хромосома 6, и это не считается чем-то сверхъестественным, однако при этом у нее проявились все 3 возможных редчайших симптома, которые делают ее поистине уникальной. Симптом 1. За все свое детство девочка ни разу не плакала, а в 6 лет расколола губу так, что врачам пришлось провести операцию. Самое интересное то, что ребенок вообще был безразличен к боли, то есть Оливию оперировали без обезболивающего. Спустя некоторое время девочку сбила машина, протащившая ее около 30 метров. В результате этого на животе и ступне была стерта кожа, но девочка спокойно встала после этого жуткого происшествия и ушла. Симптом 2. В 9-месячном возрасте Оливия утратила желание спать, то есть ребенок вообще отказывался от сна и не испытывал нужды в сказках на ночь. Спустя 3 суток активности без сна врачи дали ребенку лекарство, чтобы дать время родителям хоть немного отдохнуть и выспаться. Уже прошло 10 лет с момента первого приема лекарства, и по сей день девочка продолжает его принимать, ну а если перестанет, то вновь не сможет уснуть. Симптом 3.
Заставить Оливию правильно питаться – это тоже очень непростое испытание, поскольку она никогда не чувствует голода. В каждый конкретный период она соглашается есть что-то одно. Например, недавно это были молочные коктейли, говорит ее мама. Сейчас это куриная лапша. Как-то она целый год жила только на бутербродах с маслом. Она не бывает голодной, так что ей бесполезно говорить, что если ты не съешь этого, то не получишь чего-то вкусненького. Еда ее совершенно не волнует. Сегодня, приняв необходимый препарат, Оливия спит по 6 часов в сутки. У нее пропало пристрастие к молочным коктейлям, и она стала регулярно есть куриный суп, при том, что фрукты, овощи и цельнозерновые продукты так и остались в списке нелюбимых. Иногда жестокая Оливия, которая не испытывает никакой боли, может без колебаний причинить ее другим людям. Родители регулярно водят ее к врачу, поскольку она не чувствует симптомов своей болезни. Что ждет девочку в будущем, когда она повзрослеет, станет зрелой и со временем состарится, неизвестно никому. Остается лишь надежда на то, что ее уникальность будет благословением. 11. Действительно ли Бенедетто Супино обладал пирокинезом, способностью вызывать огонь? Если спросить парапсихолога о реальных примерах пирокинеза, не путайте этот термин с самовозгоранием человека, то с большой долей вероятности вы услышите о человеке по имени Бенедетто Супино. Пирокинез – это предполагаемая экстрасенсорная способность, которая позволяет человеку создавать и контролировать огонь силой мысли. И хотя нет убедительных доказательств того, что это реальное явление, были отдельные случаи, когда люди демонстрировали подобные способности, создавая огонь из ничего и управляя им, но, увы, надежных записей о таких примерах чрезвычайно мало. Один из самых известных случаев проявления пирокинеза случился в итальянской Формии в 1980-х годах. Речь о человеке по имени Бенедетто Супино, родившемся 5 сентября 1973 года. Согласно старым газетным публикациям, в 1982 году, когда ему было 10 лет, он находился в приемной дантиста, ожидая своего вызова в кабинет врача. Бенедетто взял со столика комикс и начал его изучать, как вдруг журнал загорелся без всякого источника огня. Дальше его способности только усиливались, и он мог легко поджигать предметы, даже не прикасаясь к ним, а только взглянув, как, например, это произошло с пластиковой деталью, которую держал в руках его дядя. Лежавшие рядом с ним книги и другие предметы, особенно деревянные, таинственным образом возгорались. Некоторые свидетели позднее утверждали, что руки Бенедетто за мгновение до появления огня сияли странным блеском. Все усугубилось до такой степени, что однажды Бенедетто проснулся среди ночи от того, что загорелась его собственная постель. В результате вспыхнула его пижама, и он получил ожоги. С тех пор его способность создавать огонь превратилась в своего рода проклятие. Куда бы он ни пошел, там тут же начинали сгорать электронные предохранители, переставали работать электрические приборы, вспыхивали газеты и мебель, а иногда даже металлические предметы разогревались до такой степени, что о них обжигались другие люди. Обеспокоенные родители мальчика, надеясь найти причину этих странных возгораний, стали водить ребенка по разным врачам, которые тщательно его обследовали, но все как один разводили руками, так как никто из них не смог объяснить этот феномен. Вскоре родители обратились за помощью к доктору Сандро Бартоломео, известному нейропсихиатру из Формии. Поначалу он полагал, что столкнулся с местными суевериями или религиозным фанатизмом, но после тщательного изучения предполагаемых пирокинетических способностей молодого человека смог убедиться, что Бенедетто был самым редким и необычным случаем в его практике. Потом Супино привлек внимание итальянской католической церкви, которая вызвалась ему помочь, попытавшись провести обряд экзорцизма, но из этого ничего не вышло. Бенедетто к тому времени уже боялся сам себя и своих способностей, желая от них избавиться. «Я не хочу, чтобы все вокруг меня загорелось, но ничего не могу с этим поделать. Мы с родителями столько всего перепробовали. Мне опасно находиться с людьми». Но им повезло познакомиться с итальянским парапсихологом, доктором Диметрио Крочи,
благодаря которому Бенедетто наконец научился контролировать свои пирокинетические способности и сумел свести возгорание к минимуму. Хотя странная история Бенедетто Супино попала в несколько сенсационных заголовков итальянских газет в 1980-х годах, сегодня его местонахождение и род занятий неизвестны. По слухам, он все еще жив, но сменил имя и тщательно скрывает свой дар, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. 12. Древо жизни в Бахрейне, более 4 веков посреди пустыни, где нет воды и других похожих растений. О дереве на главном острове Бахрейна рассказывают всякое. Даже что растет оно будто бы на том самом месте, где располагался когда-то Эдемский сад, этим якобы и объясняется уникальность этого природного чуда света. Древо жизни такое название получило растение, которое действительно удивляет уже одним только фактом своего существования там, где его быть не должно. Как выживает целое огромное дерево в пустыне, где и колючкам нелегко бороться за свое существование. Вот что известно об этом феномене. Древо жизни – достопримечательность пустыни Бахрейна. Шаджарат аль-Хаят, именно так по-арабски называется древо жизни, растет в пустыне Сахир в Бахрейне. Страна эта небольшая, состоит из архипелага, главный остров которого представляет собой плоскую равнину, занесенную песком. Знаменитое на весь мир дерево, мескитовое или прозопис, достигает 9,75 метра в высоту и обладает пышной кроной с многочисленными зелеными листьями, как если бы оно росло где-нибудь в умеренных широтах или хотя бы в более благоприятных климатических условиях. Там, где растет древо жизни, других деревьев нет, да и не может их, казалось бы, там быть. Бахрейн – территория очень жаркого лета, обжигающего солнца, песчаных бурь, а общий уровень осадков за год тут достигает в лучшем случае 7 сантиметров. О регулярном поливе дерева речи не идет, никаких водоемов поблизости нет. Тем не менее, Шаджарат аль-Хаят живет и продолжает расти и плодоносить на протяжении вот уже 400 лет. Ближайший населенный пункт деревня Аскар, она находится в 10 километрах от дерева, раз уж отсчет ведется от этой ботанической достопримечательности, а столица Манама удалена отсюда на 40 километров. Тем не менее, посещение древа жизни все чаще включается в туристическую программу, и ежегодно эту звезду пустыни приезжают посмотреть около 65 тысяч путешественников. Чтобы туристам было удобно, а дереву безопасно, оно окружено специальным ограждением и дорожками с указателями и информационными стендами. На первый взгляд, это просто типичная местная достопримечательность, но невозможно забыть о том факте, что объяснить наличие посреди пустыни живого огромного дерева, если не невозможно, то, по крайней мере, крайне затруднительно. Единого мнения у экспертов нет, но предлагаются, помимо мистических, некоторые вполне разумные версии. Откуда дерево берет силы для своей долгой жизни? Само название государства Бахрейн некогда означало «два моря». О каких же морях идет речь? Ведь остров Бахрейн расположен в Персидском заливе. Высказывается предположение, что речь шла о море Верхнем, Соленом и Нижнем, Пресном, то есть о подземных водах. Действительно, в недрах острова скрыты большие водные запасы, и с учетом того, что корни древа жизни должны, как предполагается, уходить в глубину на несколько десятков метров, растение вполне может, так сказать, достать до источника воды. Это объяснение, правда, не затрагивает раннюю историю жизни дерева, когда подземные воды были еще недоступны растению. Но тут применимо второе из возможных объяснений феномена – способность дерева извлекать воду и питательные вещества из самого песка. К тому же не стоит сбрасывать со счетов и довольно высокую влажность воздуха. Летом море очень сильно нагревается, и вода испаряется. То есть дерево, возможно, умеет использовать и такую характерную черту местного климата. В любом случае, вряд ли особенности места, если забыть на время о версии с Эдемским садом, сыграли главную роль в появлении этого чуда пустыни. Скорее, само дерево оказалось на редкость способным и даже талантливым по части выживания в условиях, кажущихся совершенно для него неподходящими. Других деревьев поблизости, как известно, нет,
А если и росли они когда-то рядом, до настоящего времени не сохранились. Мистика и наука. Бахрейн – земля не только древней культуры, но и древних верований. Согласно одному из них, все на острове, в том числе древо жизни, защищает бог Энки, повелитель воды в шумерской мифологии, одно из первых божеств в истории человеческой культуры. Вообще же деревья воспринимались как сакральные объекты в мифах и верованиях практически всех мировых культур. Считается, что отношение к дереву как к одушевленному объекту, наделенному особой силой, зародилось когда-то в Азии. В Японии сейчас к растениям, как и к другим природным объектам, относятся с уважением и почитанием. Под легендарным деревом Бодхи медитировал когда-то Будда, а скандинавская Игдрасиль вообще олицетворяла собой древнее представление об устройстве мира. В Иордании почитается дерево, под которым, как утверждается, останавливался для отдыха пророк Мухаммед. Возраст того растения превышает 500 лет. Волшебные деревья описаны в древнегреческой, индуистской, кельтской, германской мифологии. Древо жизни упоминается в Библии, в книге Бытия. Оно, по преданию, было посажено в центре Эдемского сада и приносило плоды, которые даровали вечную жизнь. Можно, конечно, не соглашаться с утверждением о том, что пустыня Сахир в Бахрейне когда-то была этим библейским садом, но так или иначе, свидетельств существования здесь, в окрестностях древа, древней цивилизации и вообще ее зарождения обнаружено немало. По данным дендрохронологии, дерево было посажено в 1582 году, тогда Ермак Тимофеевич одержал победу над Сибирским ханством, родился царевич Дмитрий, которому будет суждено погибнуть в Угличе, а папа римский Григорий XIII своей буллой ввел новый, григорианский календарь вместо старого юлианского. В те времена и климат был другим, в Персидском заливе, как и везде в тропиках, условия были более благоприятными для растений. Теперь же лето в пустыне – целое испытание для всего живого. Но в марте над Бахрейном идут пусть небольшие, но дожди, а значит, древо жизни получит силы для очередного года своей славной биографии. 13. Засуха в Ираке обнажила 3400-летний город, что скрывал давно затопленный древний мегаполис. В последнее время Ирак страдает от жесточайшей засухи. Мало того, что в регионе было мало дождей, так еще и неразумное управление ресурсами усугубило и без того тяжелое положение с водой. Реки Тигр и Евфрат неумолимо мельчают. Власти решили осушить часть водохранилища в Курдистане, чтобы спасти посевы. Решение не просто помогло сохранить урожай, но и вручило археологам и историкам бесценный подарок. Вода скрывала под собой 3500-летний город, некогда Великой империи древности. Хоть кому-то засуха во благо. Открывшиеся в результате засухи руины принадлежат настоящему мегаполису Великой древней империи Митани. Построен был город 3400 лет назад. Археологи немедленно приступили к изучению развалин и даже составили карту этого некогда величественного города древности. Местные знали, что когда-то на этом месте стоял великий город. Но в 1980-х годах здесь возвели плотину. В результате то, что не уничтожило мощное землетрясение, которое здесь произошло в XIV веке, поглотила вода. Все бесценные артефакты и все, что осталось от прекрасных зданий, было затоплено. Сейчас у исследователей появился шанс досконально изучить то, что осталось. Впервые за долгие годы город поднялся на поверхность в 2018 году. Ученые, не теряя ни минуты времени, занимались изучением руин величественного дворца. Стены этого архитектурного творения древних достигают 7 метров в высоту, а толщина их чуть более 2 метров. Украшали эти массивные стены роскошные росписи, сделанные яркими оттенками красного и синего цветов. К огромному сожалению для археологов, воды вернулись раньше, чем они успели нанести на карту все здания. Сейчас, когда так кстати для ученых разразилась такая сильная засуха, у них появился шанс наверстать упущенное. Чем команда археологов и занимается сегодня. Группа исследователей получила срочное финансирование через Фрайбургский университет и немедленно занялась делом.
Теперь они надеются изучить как можно больше, прежде чем город снова будет затоплен. Великий город давно забытой Великой империи. Ученые уже получили весьма четкое представление о том, как некогда выглядел этот великий город. На карту нанесены почти все его многочисленные прекрасные здания. Историки изучают сотни обнаруженных там артефактов. Постройки включают в себя царский дворец, жилые дома, магазины, склады, промышленный комплекс. Все это находилось за прекрасно укрепленными мощными стенами. Это место было чрезвычайно важным центром Великой Древней империи Митани. Археологи были чрезвычайно впечатлены тем, насколько хорошо сохранились многие стены. Ведь они были выстроены из высушенной на солнце глины, подверглись землетрясению и находились десятки лет под водой. На удивление хорошо сохранились керамические сосуды, внутри которых ученые нашли более сотни клинописных табличек. Кроме всего прочего, они были надежно упакованы в специальные глиняные конверты. Эксперты говорят, что в подобных условиях такая сохранность – это нечто небывалое. Теперь специалисты занимаются расшифровкой этих текстов. В скором времени все тайны будут раскрыты. Общественность узнает, каким был город, как жили здесь люди. Ученые предполагают, что это город, который в древности носил название Закику. Это был весьма крупный центр империи Митани, существовавший в период примерно с 1500 по 1350 год до нашей эры. Это было одно из царств древности, основанных индоиранцами в Месопотамии и Сирии. На пике своего развития империя простиралась более чем на 1000 километров. Ее границы шли от гор Загрос и доходили до Средиземного моря. Климатический кризис погубил империю Митани. Митанцы в свое время отчаянно боролись с Египтом за контроль над Сирией. В результате около 1420 года до нашей эры с фараоном Тутмосом IV было достигнуто мирное соглашение. Изменение климата, постоянные засухи ослабили империю. Чуть позже Митани поглотило Хесское царство. Потом эту территорию захватила Ассирия. И вот засуха обнажила прекрасный город некогда могущественной древней империи, обрадовав археологов. Никогда ранее здания не открывались полностью. Такие происшествия в мире случаются часто. Так был открыт, например, чудесный мегалитический памятник Дольмен Гуадальпераль в Испании, которому от 4000 до 7000 лет. Глобальное потепление принесло Ираку множество проблем. Температура воздуха растет здесь в 2 раза быстрее, чем в среднем по миру. Среднегодовое количество осадков сократилось на 10%. Из-за этого высохли все водоемы и болота. Домашний скот гибнет, люди страдают от голода и жажды. Пресная вода тут на вес золота. Сейчас водохранилища заполнили опять водой. Исследования пока прекратили. Чтобы защитить историческое наследие, ученые покрыли территорию брезентом, прижав его увесистыми валунами. Засуха никуда не исчезнет в ближайшее время. Для местных жителей это катастрофа, эти места станут скоро совсем непригодными для жизни. В научной среде же это подлинный праздник. Ведь им предстоят еще более захватывающие открытия. Только река Тигр скрывает более сотни затопленных городов. 14. По ком звонят адские колокола на Юкатане. Тайна предназначения уникальной древней достопримечательности. Сеноты – одна из ключевых достопримечательностей полуострова Юкатан в Мексике. На самом деле весь регион просто пронизан сенотами. Их там не десятки, их тысячи. Еще столько же, если не больше, предстоит открыть. Древние майя верили, что сеноты – это путь в подземный мир, где обитают души умерших и боги смерти. В глубине священного сенота Эль-Сапоты образовались уникальные необычные сталактиты. Выглядят они совсем не так, как по идее должны. Дайверы называют их Hells Bells в честь песни австралийской хард-рок группы AC/DC. Что такое Эль-Сапоты? Вместо обычной для этих образований, удлиненной заостренной к низу формы, свисающей с крыши пещер, сталактиты в Эль-Сапоты имеют коническую и полую форму. Больше всего они по виду напоминают колокольчики или абажуры. Эль-Сапоты – это карстовая воронка, заполненная водой,
глубиной несколько десятков метров. Именно там, в глубине этого священного сенота майя, находятся весьма необычной формы сталактиты. Дайверы именуют их адскими колоколами. Встречаются эти уникальные образования примерно на полпути при спуске вглубь пещеры, которая имеет форму песочных часов. Они располагаются в пределах узкого 6-метрового прохода. В этом месте сталактиты покрывают почти всю поверхность пещеры. Зловещие адские колокола имеют круглую или эллиптическую форму. Обычно они не образуют полного кольца. Большинство из них имеют открытый сегмент от четверти до 1/3 стенки кольца. Это делает их похожими на подковы. Открытая часть конуса всегда обращена к стенам пещеры. Необычные сталактиты. Эти специфические пещерные образования могут достигать очень больших размеров. Они бывают более 2 метров в длину и почти метр в ширину. Стенки достигают толщины 3 сантиметра. Карбонатные отложения вызывают испарение углекислого газа. В результате происходит насыщение кальцита, он выпадает в осадок и формируются сталактиты. Под водой этот процесс более сложный, так как нет доступа воздуха. Пещерные системы Юкатана затоплены соленой морской водой. Она просачивается снизу и насыщается также и пресными грунтовыми водами, которые поступают сверху. Интересно то, что эти два слоя не смешиваются. Они разделены между собой промежуточным слоем, который называется галоклин. Как образовались адские колокола? Адские колокола находятся как раз на границе между галоклином и слоем пресной воды. Сталактиты не растут в солевом слое, ведь соль растворяет кальцит. Исследователи обнаружили, что содержание кислорода в слое галоклина почти равно нулю. Пресноводный слой содержит кислород. Профессор Вольфганг Стинесбек из Института наук о Земле Гейдельбергского университета руководит командой, которая исследовала фантастический подземный мир нашей планеты. Ученые считают, что рост Хеллс-Беллс обусловлен конкретными физическими и биогеохимическими условиями верхнего слоя и галоклинового. Адские колокола очень древние. Радиометрическое датирование показывает, что они начали расти примерно 5000 лет назад. Этот невероятно любопытный процесс продолжается по сей день. Адские колокола Эль-Сапоты представляют собой загадочную экосистему, обеспечивающую условия для формирования крупнейших подводных образований в мире, заключает доктор Стинесбек. Они морфологически уникальны и, возможно, были образованы при гидрохимическом посредничестве колоний полиспецифических микробов, которые, по-видимому, все еще активны и сегодня. 15. Что скрывает гигантская воронка в Южном Китае, недавно обнаруженный затерянный первобытный мир? Недавно на юге Китая исследователи открыли настоящий затерянный первобытный мир. Глубоко под землей в огромной карстовой воронке обнаружилось обширное пространство. Там произрастает первобытная пышная растительность, неизвестная современной науке. Ученые надеются найти и представителей животного мира. Что уже сейчас известно о затерянном мире, который выглядит гораздо впечатляюще, чем картинка из любого голливудского блокбастера на подобную тему. Что такое карстовая воронка? Сенот – это карстовая яма или воронка, образовавшаяся в результате естественного процесса обрушения коренных пород. Обычно слово «сенот» применяют, когда описывают ритуальные колодцы в Мексике и Центральной Америке. Перед глазами сразу возникают истории о загадочных ритуалах майя или ацтеков, их таинственные артефакты. Там таких сенотов тысячи, ведь это местность, где множество подземных рек. Недавно обнаруженная воронка или сенот в Южном Китае – совершенно другого рода открытие. Внутри, глубоко под землей, глазам ученых открылся настоящий затерянный мир. Воронка скрывала нетронутый временем первобытный лес, неисследованная доселе экосистема. Воронки в Китае многочисленны и велики. Карстовая местность – это ландшафт, насквозь пронизанный подземными водами. Они циркулируют через пласты растворимой соли и карбонатные породы, такие как гипс и известняк. Такие сеноты в Китае называют тинькэн – райская яма. В такой райской яме и обнаружили ученые недавно настоящий затерянный мир. Этот сенот был доселе неизвестен специалистам.
Он находится возле деревни Пине в провинции Леи, Гуансиджуанский автономный район. Он граничит с Вьетнамом. Этот регион входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта местность славится живописными пещерами с вековыми сталактитами и сталагмитами. Здесь множество рек, над которыми возвышаются величественные зубчатые карстовые образования и располагаются бесчисленные воронки. Последняя из обнаруженных карстовых воронок на юге Китая имеет глубину почти 200 метров. Внутри пространство имеет размеры больше 300 метров в длину и 150 в ширину. Эти размеры лишь в половину меньше самой глубокой воронки на планете. Это Синод Эль-Закатан на северо-востоке Мексики, глубина которого составляет 335 метров. Изучение миров, затерянных во времени. Согласно научным данным, эта воронка стала 30-й в числе подобных синодов, обнаруженных в данном регионе. Специалисты из Национального научно-исследовательского института пещеры Карста, США, заявили, что сама карстовая воронка не стала для них сюрпризом. Ведь в этом районе таких воронок множество. Южный Китай – это яркая карстовая топография. Тут невероятно много синодов, которые скрывают в себе невероятные драматические тайны пещер, ведущих в недра потусторонних миров. Ученые рассказали, как образуются подобные воронки. Дождевая вода имеет в своем составе достаточно кислот, чтобы поглощать углекислый газ, когда она проходит через почву. В результате она становится еще более кислой. После этого она заполняет в породе все трещины, пробивая настоящие туннели. С течением времени эти туннели образуют иногда довольно обширные подземные камеры. Со временем эти пространства становятся настолько большими, что слой почвы сверху обрушается, образуя воронку, сродни недавно обнаруженной в Китае. Большинство мексиканских воронок заполнены водой. В китайском Синоте спелеологи обнаружили древние деревья, высотой до 40 метров, настоящий и нетронутый, первобытный затерянный мир. Деревья могут стать проблемой. Исследователи, которые немедля занялись изучением дна воронки, рассказали, что там произрастает густой подлесок. Высота растительности людям достигает до плеча. Это первобытное затерянное пространство, по их мнению, выглядит настолько причудливо и необычно, что ученые не удивятся, найдя здесь неведомые доселе науки виды. Дно воронки похоже на иное измерение. Ботаники всего мира затаили дыхание в ожидании новостей о новых видах деревьев. К тому же любые открытия подобного рода могут еще больше привлечь китайские власти к решению существующих проблем. Дело в том, что деревья в Китае – это больная тема. Пустыня Гоби и другие засушливые районы страны расширяются из-за чрезмерного выпаса скота, который привел к истощению пограничной растительности, позволяя ветру и гравитации разрушать почвы. Государство за последние 4 десятилетия высадило 66 миллиардов деревьев в рамках борьбы с расширяющимися пустынями. Ежегодно покрывая территорию размером с Ирландию, эти новые деревья успешно замедляют рост китайских пустынь. Тем не менее, Трой Штернберг, географ из Оксфордского университета, Великобритания, считает эту тактику в корне ошибочной, которая может лишь усугубить проблемы. Это может спровоцировать нехватку воды. Ведь все посаженные деревья не произрастали в этих районах доселе, и им необходимо очень много влаги. Так что такая практика провоцирует усиление негативных последствий глобального потепления за счет сокращения этого ценного и жизненно необходимого ресурса для жизнедеятельности человека. На этом я бы хотел закончить это видео с 15 тайнами мира, которые все еще не разгаданы. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Почему в Талсе находится центр Вселенной? В американском городе Талсе есть уникальное место, имеющее одну необъяснимую акустическую особенность, над разгадкой которой бьются не один год. Более того, даже сам автор этого феномена не смог объяснить причин возникновения странного эффекта. Небольшой городок Талса, что в штате Оклахома, является уникальным акустическим местом. Оно так и называется «Центр Вселенной». Место представляет собой маленький круг из бетона диаметром
около 75 сантиметров. Затем выложен следующий круг из 13 кирпичей и далее круговая кирпичная кладка. Вся композиция занимает около 2,5 метра в диаметре. Если вы станете в центре круга, то любой издаваемый вами звук усилится в разы. Более того, громким станет и эхо вашего голоса. Если вы попробуете поговорить с человеком, стоящим за пределами круга, услышанный вами голос будет искаженным и нечетким. Феномен активно изучали и пытались найти ему хоть какое-то объяснение. Возможно, что искажение звука является результатом параболической отражательной способности клумбовых бордюров, которые частично окружают круг. Акустическая аномалия этого круга породила массу гипотез. Например, многие считают, что это вихрь, где встречаются космические энергии. В любом случае, консенсуса как не было, так и нет. Вот такими у нас получились 15 тайн мира, которые все еще не разгаданы. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть в описании ролика и на экране своего устройства. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.